Итак, сразу говорю, что это видео, скажем так, проходное, то есть чего-то такого грандиозного, как в прошлом видео, не ждите, если его, конечно, можно было назвать таковым. Потому что такие ролики, как предыдущие, делать не так уж и легко. И еще кое-что. Я просто уверен, что все из вас не замечают этого, но я экспериментирую с кое-чем. Я вас очень прошу, напишите в комментариях, что вы думаете о моей там подаче, сценарии. То есть желательно написать конструктивную критику, но будет вполне достаточно, если вы напишите там, например, что вот мне не понравился этот кусок сценария и рядом тайм-код. Всем, кто не проигнорировал меня, огромное спасибо. Не знаю, кому вообще из вас будет интересно смотреть на то, как я буду получать золотой подсолнух в Expanded and Enhanced, потому что изменений хоть и есть, но их не так много. Поэтому, чтобы не описывать вам ванильную ПВЗ, я буду рассказывать только про измененные уровни. Надеюсь, вам будет не скучно. Начнем с пазлов. Как бы вам так сказать? Тут просто нет изменений. Ну, разве что на нескольких уровнях вазобоя в вазах есть новое растение, которое может стрелять вперед и назад, а урона наносит как горохострел. На нескольких уровнях в зомби состав растений немного другой, а в остальном все переделано под особенности мода. В выживаниях по сути то же самое, их было очень скучно проходить, и чтобы хоть как-нибудь разнообразить прохождение, я на каждом выживании использовал разные тактики, а для этого я покупал растения в магазине, и пожалуй о них я вам и расскажу. Горохомета немного бафнули, теперь он стреляет 5 горошинами, и его не надо сажать на репитера. Да и вообще все растения по типу горохомета, которые ваниль надо было сажать на какое-то растение, стали так сказать самостоятельными, то есть их сразу можно сажать на землю. Ой, кстати, вместо кубка как ванили нам дают медаль, скромненько. Понимаете, вот настолько нечего сказать про выживание, что я вам всякой фигне рассказываю. Но давайте вернемся к растениям. Кошка-камыш. А вот это просто One Love. Это мое любимое растение в этом моде, потому что я его очень часто использовал. Еще бы, ведь теперь его можно сажать и на воду, и на землю. Ой, да, я помню, что говорил, что не буду использовать лунный цветок, но если взять еще и золотой цветок, который дает солнце, то в принципе солнца будет очень много, а вначале не будет его нехватки. Смотрите, какой прикол заметил. Если вот так вот брать, то вот у него направление вот такое вот. А если этого брать, то у него направление другое. У меня вот вопрос, действительно ли сейчас растения будут смотреть вот в эти вот стороны? Так, этот смотрит, да, он смотрит туда, куда надо. По-моему, да, он смотрит в ту сторону. Так реально можно определять, в какую сторону они смотрят. Конечно, это, ну, бесполезно немного, самую малость, но просто прикольно. Давайте остановимся на выживании под водой Хард, а вернее перед ним, когда я купил все оставшиеся растения. И да, я не буду покупать 9-й слот, чтобы хоть как-нибудь усложнить прохождение, потому что даже не используя газонокосилки, проходить весьма легко. Так вот, среди всего прочего я купил имитатор, который может имитировать купленные в магазине растения, в отличие от ванилы. Само выживание было более-менее интересным, как минимум потому, что это все-таки новая локация. И вы мне не поверите, но только в этом выживании на последнем заходе появился Гаргантюа. Но еще один раз он появится на крыше. Собственно, это все, что можно было сказать про выживание. Но не спешите делать выводы об этом моде, потому что впереди у нас мини-игры, и вот там уже будет много чего интересного. Тут есть как новые мини-игры, так и просто измененные, и есть вообще не измененные. Поэтому некоторые уровни я буду скипать, потому что о них рассказать-то нечего. К примеру, Зомботания. В ней изменена только локация, которая по факту является дневной. И то же самое в игровом автомате. Ну что, очень интересно вам такое слушать? Вот и я думаю, что нет. Первая действительно измененная мини-игра — это Дождь из семян. Как вы могли помнить, в оригинале мы находились на локации с туманом, но в этом моде просто ночь. Но еще в составе зомби есть Зомботаник, у которого орех вместо головы. И... ну ладно, это все. Хорошо, вот про следующую мини-игру будет что сказать. Темная штормовая ночь. Вообще, по сути, это уровень 4.10, как в ваниле. Но есть один нюанс. Даже не один, а несколько. Начнем с того, что локация ночная. И тут есть маленькая загвоздка. На конвейере почему-то появляются кислородные водоросли, которые на данной локации вообще не нужны. А вот могилоеды, которые съедали бы могилы, не появляются на конвейере. Вам не кажется, что автор моды немного перепутал растения? Но так в целом уровень несложный, в принципе, как и все тут. И опять, не так уж и много я рассказал об уровне. Ну ничего, вот про следующую мини-игру 100% будет что сказать. Невидимые зомби. Снова ночная локация, но состав растений зомби другой. И зомби тут есть обычный, со льдом, на роликах, ну, которые безумно ученые, у которых хп как у ведра. Зомбони, Пого и Конго-лидер зомби. А из растений тут горохострел, ледяная кочанопульта, орех, кабачок и... Наркоманский гриб. Что? Отличное название для растения. Это, кстати, новое растение, если вы не поняли. Хотя как это можно не понять? Когда я его поставил, он почему-то оказался невидимым и постоянно стрелял конфетами, даже если на линии не было зомби. А еще, судя по тому, откуда вылетали конфеты, он сбегал от нас, прям как горохострел в Бруталексе. Когда-нибудь я возьмусь за него, но это будет позже. Ничего не понимаю, я просто высаживал его дальше, и все. А вот не тут-то было. Я каким-то образом умудрился потерять косилку. А знаете из-за кого? Может быть из-за него? Или из-за вот этого? Да нет же, из-за Пого-зомби, который беспалевно добрался до конца
лужайке. На второй попытке я уже был чуть более внимателен, и никакие пого-зомби не сумели добраться до косилки. После этой мини-игры мне стало интересно, что это за гриб такой, но я просто не поверю, что он именно такой, каким я его описал. В магазине Дэйва можно заметить, что вместе с деревом мудрости он продает как раз интересующий нас гриб, и плюс еще какое-то растение. Без лишних раздумий покупаем это комбо, ловим какой-то баг, из-за которого дерево мудрости не прогрузилось, и после этого смотрим описание гриба, которое гласит нам, что этот гриб спавнит загипнотизированного зомботаника, который сражается за нас. Теперь вы поняли, почему тогда он был невидимым, да? Это же типа зомби, поэтому он был невидим. А я-то подумал, что это уезжающий гриб, который стреляет конфетами. А и да, второе растение мы уже видели. Вообще не вижу смысла его использовать, так как кошка-камыш в 100 раз лучше этого растения. Быстрая вечеринка. Если вы думаете, что это что-то типа зомби легкий, зомби быстрый, то вы ошибаетесь, потому что есть несколько отличий. Локация дневная, состав зомби такой, растения мы не можем выбирать, потому что их выбрали за нас. Среди них, кстати, есть новые растения, которые на самом деле вы уже могли видеть. Это взрывной орех. Все же знают, как он работает. Это обычный орех, который при съедении взрывается как вишня. Не совсем понятно, почему этот уровень так называется, ведь по скорости тут все как обычно. Мне кажется, эту мини-игру надо было назвать наоборот, медленная вечеринка, потому что автор зачем-то впихнул сюда аж 4 волны. Никто из зомби проблем не вызвал, кроме вот этого долбанного перца, который под конец сжег всю линию. Но благо, поставив один взрывной орех, пустой линии уже ничего не угрожало. Зомбаквариум. Как бы вам так сказать? Ему очень недалеко до зомбаквариума из Брутал Экса. Ну посудите сами, тут тоже ограничение в 3 мозга. И тут также нельзя спавнить мозг на крайних пикселях. И ко всему этому эти крабы, хотя бы я сказал раки, могли давать солнце где-то за краем экрана, которое собрать было весьма трудно. Но самого главного тут нет, что могло делать эту мини-игру такой же, как в Брутал Эксе. Скорость озеленения. Ну то есть зеленеет от голода они достаточно медленно. Поэтому уровень вообще не сложный. Солнечное поле. Помните мини-игру «Увидеть звезды»? Так вот, это то же самое, только нам надо высадить всякие солнечные растения в определенном порядке. Но этот уровень настолько легкий, что я прошел его одними саппортами. И чтобы вы понимали, насколько быстро я справился с ним, я не встретил ни одного зомби-ученого. Большие проблемы, маленькие зомби. Ой, а вот с этим у нас возникнут некоторые проблемы. Как вы могли помнить, в первой части эта мини-игра вызвала маленькие трудности. Только вот там было всего 2 волны, а тут их 3. То есть влияние рандома увеличилось в 1,5 раза. И все бы ничего, если бы не футболисты, которые быстро бегут и сносят растения. А конвейер не очень быстрый, в отличие от пачек зомби, которые выходили спустя 5 секунд после предыдущей. Ой, кстати, в первой части я вас обманул, потому что босс-паузы все-таки можно делать. Не знаю, почему я не мог это делать тогда, несмотря на то, что я реально пытался сделать это, но у меня не выходило. А тут я решил попробовать, потому что бежал футболист, и мне надо было экстренно поставить ему под нос вишню, и у меня получилось. Ну что я могу сказать? Либо я лошара, либо умственно отсталый. Думаю, и то, и то. Короче, про попытки. На первое нечем убивать футболиста. На второй лепил масло на голову футболистов, чтобы хоть как-то их сдерживать. Да, я до этого не использовал эту механику, потому что, на мой взгляд, это бессмысленно упрощает геймплей. Но, видимо, для подобных случаев данная механика и существует. Но и это не помогло. Уж слишком много выходит этих футболистов. На третий, в принципе, то же самое. На четвертой же мне повезло как со спавном зомби, так и со спавном растений. Порталы подверглись всего лишь одному изменению, которое заключается в том, что состав растений немного другой. Но порталы были бы не порталами, если бы тут не было подвоха. Да ладно, я шучу. Просто на первой попытке перед второй волной вылетали шарики, а у меня был всего лишь 1 кактус. А на второй попытке игра, видимо, хотела потроллить меня, выдав в самом начале 4 кактуса. Unsodded. Эту мини-игру вы могли видеть во вкладке Limbo Page, которую, чтобы открыть, там надо было что-то с чит-энджином делать. Но вы не на туториале, как открыть секретные мини-игры в PvZ, поэтому вернемся в Unsodded. На верхнюю и нижнюю линиях мы не можем ставить растения. В этом заключается прикол мини-игры. Обычно все ее проходят с помощью дыма гриба, но я пришел с помощью своих любимых кошка-камышей. И да, я не знаю, зачем тут 4 волны, потому что мне уже стало скучно после второй. Вот реально не понимаю, для чего автор мода делает так много волн. Дальше у нас неинтересные уровни, которые вообще не подверглись каким-либо изменениям. И я их проходил кошка-камышами. Есть, конечно, уровень грибная мания, где нам надо из грибов, кто бы мог подумать, высадить некий узор. То есть это еще один уровень в стиле увидеть звезды. Опять же, не понимаю, зачем автор мода так сделал. Вообще много есть вещей, которые я не могу понять, зачем они есть. Но автор мода, видимо, считает, что они должны быть в моде. Что у нас там еще осталось? Возвращение зомбосса? Ну что я могу сказать? Я как будто бы проходил уровень 5-10, который слегка усложнили. Но босс по-прежнему слишком легкий. Так, а где золотой подсолнух? А, точно. Я же оставил его в маленьких зомби, но просто описывать решил по порядку. Короче, берем тот долбанный трофей и будем подводить какой-нибудь итог. Мод полное дерьмо.